В этом ролике я покажу вам лучший билд для комфортного прохождения всего контента в игре The First Descendant, в том числе 30-го этапа Эрозии Бездны, всех новых 5 этапов испытания Эрозии Бездны и самого последнего колосса Мучителя. Качайте билд, пока не занерфили Сирену и пока не закончился боевой пропуск, в котором можно получить одно из самых имбовых оружий в игре – Злобу. С первого микрофона, погнали! Сейчас будет информация для новичков. Если же вы уже прошли 30 этапов Эрозии Бездны, рекомендую воспользоваться тайм-кодами в описании и перейти к самому билду. Итак, для кого предназначен этот билд? Абсолютно для всех игроков The First Descendant, которые просто уделяя пару часов своего времени в день, хотят пройти весь контент игры. В частности, всю Эрозию Бездны и самого сильного колосса на данный момент – Мучителя. Ну прям для самых обычных игроков, которые с завода пришли вечерком и решили зайти на часик-два в The First Descendant, посмотреть на красивых потомков и прокачать своего любимого. А как прокачать любимого потомка? Конечно, пробежать 400% данжен несколько раз, чтобы повысить уровень персонажа до 40-го. После вставить катализатор в ячейку для модулей, улучшить этот самый модуль и еще быстрее пробежать 400% данж, в котором дают максимальное количество опыта для потомков и оружия. То есть, используя этот билд, вы можете пройти абсолютно любой контент, который предложит игра. Если вам понадобится ядра аугментации для улучшения любого оружия, берете Сирену со Злобой и пролетаете в соло в 30-й этап Эрозии Бездны в среднем за 3 минуты. Сначала будете пролетать за 4, чуть приспособившись, будете пролетать за 3,5. А когда поиграете с этим билдом пару десятков раз, научитесь проходить 30-й этап за 3 минуты. То есть вы спокойно уже сможете вкачать по максимуму Злобу. А на Злобе сможете бегать с абсолютно любым потомком по 400% данжам, чтобы прокачивать его уровень. Когда вы можете качать этот билд? После открытия сектора Сигма и убийства колоссов у вас откроется Эрозия Бездны, в которой нужно получать ядра аугментации для сильнейшего улучшения оружия. Из этих ядер вы создаете ядра максимального, то есть 10 уровня, и вставляете в Злобу. На Злобе доходите до финального 30 этапа Эрозии Бездны, и на нем уже фармите еще больше ядер для других оружий. Если же вы открыли сектор Сигма, нафармили Сирену, но еще не прошли колоссов для открытия Эрозии Бездны, просто вкачайте этот билд, который я показываю в ролике, кроме ядер для оружия, потому что они выпадают только в Эрозии, и идите с рандомами на колоссов. Сложности они особой не составят. Если что, мой канал посвящен помощи игрокам, поэтому если у вас есть любые вопросы, пишите в комментарии, пишите лично мне в Telegram, да куда угодно. Вам помогут другие игроки, которые уже, так сказать, профессионалы в этой игре. Либо помогу я, если вопросов будет не так много. Комьюнити игры я считаю прекрасное, поэтому просто озвучьте свой вопрос и вам помогут. Я должен был об этом сказать, чтобы новые игроки втянулись. Скоро даже сделаю отдельные удобные гайды для новичков, чтобы не тратить время на такие предисловия. Итак, а теперь давайте к самому билду. Вот так выглядит билд на Сирену и Злобу, используя которую можно запросто пробегать весь контент в игре. Если хотите пробегать еще быстрее, придется также вкачать последний кинжал, именно для босса в конце 30-го этапа Эрозии Бездны и для нового испытания в Эрозии Бездны. Геймплей, собственно говоря, вы уже видите на фоне. Опять же, в среднем на зачистку 30-го этапа Эрозии Бездны уходит 3 минуты. На прохождение первого этапа испытания 7 минут, второго 10 минут, третьего 9,5 минут, четвертого этапа 10 минут, пятого этапа 9 минут, а на убийство последнего колосса Мучителя секунд 20. И это никак не меняя потомка и билд. Мучителя можно фармить еще быстрее, но билд именно для него вы увидите уже в другом ролике. Если хотите увидеть поскорее, дайте знать. Также все мои полные прохождения этапов Эрозии Бездны и Мучителя я загрузил в отдельный скрытый плейлист, чтобы вы видели, как именно нужно действовать при прохождении. Как же работает этот билд? Вы используете 4-й навык Сирены обязательно в воздухе, чтобы жестко увеличить урон от оружия. Злобы стреляете по самым жирным врагам, желательно в голову. Лезвия от жирных врагов летят сразу по всем остальным. Также нужно сказать, что пассивка Сирены, которая работает при нахождении в воздухе, дает дополнительный урон к оружию, поэтому стараемся уничтожать валгусов в прыжках. Когда у нас кончаются патроны в обойме, мы сразу используем 3-й навык Сирены, чтобы моментально их восполнить. Для более быстрого прохождения также можем использовать 3-й навык, чтобы быстрее приблизиться к валгусам. Если же у вас не получается быстро подбирать зеленые патроны с земли и они быстро заканчиваются, рекомендую для удобства нафармить себе лабрадора на высокой сложности дрейфующего судна, который будет восполнять боезапас. Но как вы видите, я играю с овчаркой, которая нас хилит, поэтому периодически я использую другой интересный способ пополнения боезапаса. Для этого нам просто нужно первым навыком Сирены стрельнуть по группе валгусов. На них появятся такие значки, и если вы будете стрелять по врагам с такими значками, то ваши патроны будут восполняться. Но если вы хотите максимально быстро пробегать 30 этап, первым навыком мы не пользуемся, потому что он тратит кучу времени. Когда же
же вы дойдете до финального босса, можете использовать последний кинжал с таким билдом, но можно и без него, используя одну лишь злобу, только это будет чуть медленнее. И обязательно нужно будет использовать первый навык при убийстве босса, чтобы пополнять боезапас на злобе. А сейчас давайте посмотрим на убийство мучителя с этим же билдом. В среднем 20 секунд. Если хотите убивать его за 1-2 секунды, нужно будет сделать немного другой билд, который я скоро выложу. Напишите в комментарии, если он вам нужен. Вдаваться в подробности каждого модуля я не буду, так как это займет еще кучу времени и в целом никому не будет нужно. Вы просто копируете билд с картинки и комфортно проходите весь существующий контент в игре. Также на этом билде можно пройти 1, 4 и 5 этапы испытания Эрозии Бездны без особого труда. А чтобы пройти 2 и 3, нужно будет немного поднапрячься. Я же прошел 3, 4 и 5 этап с первого раза. При том, что я не считаю себя каким-то супер профессионалом этой игры. Да и в целом обычным игрокам нет смысла проходить по нескольку раз новый режим испытания, так как награды в виде ядер аугментации можно получить лишь за первое прохождение. Поэтому данный билд больше предназначен именно для фарма 30 этапа Эрозии Бездны. Но позже могу сделать специальные билды именно для испытания Эрозии Бездны. Если хотите такой ролик, пишите в комментарии. Но большинству обычных игроков, опять же, это вообще не нужно. Испытания разработчики сделали только лишь для самых ярых игроков The First Descendant, у которых куча свободного времени и которые хотят просто получить медальку за топ-100 в этом режиме. Кому это надо? Пожалуйста, собирайте самостоятельно билды, улучшайте свой результат. Успехов вам! А всем остальным игрокам я рекомендую, во-первых, подписаться на канал, потому что здесь выходит самый полезный ролик по The First Descendant, а во-вторых, подписаться на телеграм-канал. Просто сам телеграм, в отличие от ютуба, позволяет сделать удобную структуру со всеми гайдами и билдами на абсолютно каждого потомка. Так будет вам просто удобнее находить билды и получать информацию об обновлениях самыми первыми. Но подписываться не обязательно. В любом случае, самое полезное я выкладываю на YouTube. Зато в Телеграме скидываю очень важные штуки. Допустим, как получить бесплатную ячейку для потомков и не упустить этот момент. А также выкладываю билды. Например, благодаря тегам вы можете найти в канале все актуальные билды на любимых персонажей. Если билд устарел из-за нерфа или наоборот требует доработки благодаря бафу, я ставлю хэштег неактуально. И также существует еще куча других тегов, которые работают похожим образом. Например, имба, означающий самый имбовый билд в игре, как тот, который я только что показал. Мучитель, означающий лучший билд для быстрейшего убийства последнего колосса. И другие, которые сделают вашу игру в The First Descendant еще приятнее. Также в плейлистах моего YouTube канала вы можете найти все актуальные билды, самые имбовые билды, билды для убийства новых колоссов. Например, в мае выходит новый колосс Ледяная Дева, по которой я также сделаю ролик и так далее. В плейлистах будут всегда только самые актуальные ролики. Другие я сразу удаляю. Например, если в плейлистах вы не нашли ролика, который сейчас смотрите, значит он уже не особо актуален и есть билд получше. В общем, мой канал полностью посвящен игре The First Descendant, так что всем игрокам рекомендую подписаться. Новости об обновлениях также выходят постоянно и быстро. А еще я стримлю на Твиче, качаю эти самые билды в прямом эфире. Прохожу другие сюжетные интересные игры, поэтому залетайте. Все ссылки в описании. Увидимся.